Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз заглянул на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и не будете пропускать следующие видео. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков приветствую. Очень вам рада. Большое вам спасибо за поддержку, за все комментарии, что вы пишете, что не забывайте писать слова благодарности под видео, чтобы уравновесить нашу энергию. Вы это все уже очень хорошо знаете, мои дорогие регулярные зрители, мои замечательнейшие подписчики. Спасибо вам большое за вашу отзывчивость, за вашу обратную связь, за вашу поддержку. Она у меня очень-очень важна. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что между нами сейчас? Загадывайте, пожалуйста, мужчину. Да, представляйте его себе, представляйте его энергетику, его глаза, настраивайтесь тем самым на расклад, а мы посмотрим, что между вами сейчас. Да. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, поэтому карты я читаю в общем. Но общие расклады у меня работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. В момент, когда вот вы нашли видео, открыли его, стали смотреть, вот именно в тот момент вы услышите именно то, что должны услышать. Вот прямо сейчас. Так работают. Верите, не верите, пожалуйста, кто еще не проверил, посмотрите, проверьте. Обязательно напишите мне комментарий, если у вас вообще ничего не проигралось. То есть вы ничего не услышали. Тем, кто пишет комментарии, как проигрываются расклады, огромное спасибо. Это тоже очень-очень важно в моей работе. Итак, настраивайтесь. Также забыла сказать, что настоятельно рекомендую смотреть этот и все другие расклады на моем канале от начала до конца, потому что информация идет на протяжении всего расклада. Итак, что между нами сейчас? Что между вами и вашим мужчиной сейчас? Давайте начнем. Мужчина. Давайте смотреть сразу его. Состояние мужчины. Да, тяжелое сразу состояние мужчины. Мужчина ваш, возможно, сейчас бездействует, да, находится в непростой этапе, на непростом каком-то пути сейчас. Может быть, он находится у кого-то, ну вот реально, знаете, как черная полоса наступила. То есть неожиданные сложности, неожиданные трудности, которые влекут за собой ограничения в тратах, да, в каких-то весельях, да, в жизни. То есть человек вынужден там копить, не тратить, не развлекаться. Да. Второй вариант. Человек находится под зависимостями, если вы это знаете, да, что мужчина предрасположен, то он сейчас находится под зависимостями из-за этого, из-за того, что он вот в таком состоянии. Он бездействует, ничего не хочет, может находиться в депрессии и просто ждет, когда это все закончится и наступит другой период, этап в его жизни. Колесо фортуны, колесо года, как здесь называется карта, да, в этой колоде, повернется, крутанет ему во благо, как он надеется, да, и все сложное, все трудное разрешится самой собой. Считает, что этот период просто нужно пережить, как бы, да, без всяких там лево-право, просто четко, ровно пережить, перестрадать, я не знаю, перетерпеть, что-то такое, может быть, на работе здесь также, да, какие-то сложности, здесь могут быть какие-то финансовые махинации, какой-то обман, да, недостаток, опять же, ну, как недостаток, деньги, они вроде есть, но их немного, их мало. Видите, человек схватил их и держит, не отдам то, что есть, пусть мало, но не отдам, не действовать не буду, ни чувств выражать никак не буду, никак.
Почему? Потому что, вот я вам сказала, ну, у тех, кто знает, мужчина под зависимостями находится, да, либо под сильным-сильным страхом. Но, опять же, этот страх не от него зависит. То есть это, знаете, как нагнетание, настраивание его идет. И по старшему аркану просто ждет, когда вот этот этап его закончится. Да. Его состояние. Так, давайте посмотрим, знаете что, а ваше состояние сейчас. Мы же смотрим, что между вами, поэтому я хочу и ваше состояние посмотреть. Ваше состояние. Тройка кубков. Вы знаете, что вы хотите, чтобы, если есть какие-то сложности, они закончились, комфорта вы к этому стремитесь, спокойствия вы хотите, да, вы хотите завершить какое-то дело, неприятную ситуацию, может быть, конфликт, если он у вас есть, помириться, да. То есть вы хотите, чтобы исполнились ваши желания, ну, да, у кого-то здесь выздоровление, может быть, ждете, радости хотите, спокойствия, когда можно будет уже расслабиться. А вот сейчас вы расслабиться не можете, да, ваше состояние у очень небольшого, ну, числа моих зрителей, но те, кто знают про это, здесь, может быть, вас беспокоит тема любовного треугольника, если вы об этом знаете. Если не знаете, придумывать это не надо, да. То есть, если вот это в мыслях у вас есть, то это вас касается. Об этом вы думаете, ваше состояние сейчас, но также вы хотите прояснить ситуацию, наладить отношения, помириться, свадьбу, может быть, даже, да, хотите, но чтобы вот этот вопрос разрешился и завершился успешно, понимаете, успешно. То есть смотрите, какой да, контраст. У него какая карта? Старший аркан, да, теневая сторона, он здесь называется вообще-то аркан. Дьявол называется, да, у нас. Вот. И у вас тройка кубков. То есть вы наполнены чувствами. Вы наполнены чувствами и эмоциями, а он не испытывает, кроме страха, ужаса и того, что он не знает, что будет дальше, он сейчас ничего не испытывает, его состояние, да. То есть он не видит сейчас вообще, он только рассчитывает, что как-то само разрешится, но ничего не понимает, что он может сделать, почему и как он может решить этот вопрос. Понимаете, то есть вот такое состояние, когда ну просто не знает, что делать. И ваше состояние. Да, может быть, есть какие-то беспокойства, там, любовный треугольник, у кого, кто знает об этой, или просто третья сторона, может быть, треугольника нет, там вы, да, переживаете. Но вы более наполненная личность, более наполнены чувствами, да, более наполнены надеждами. То есть у мужчины там надежды только на, как бы, ну, то, что вот высшие силы крутанут. Но при этом пятерка мечей у вас. Обида есть, боль у вас есть. Вы считаете, что вы потеряли что-то очень ценное. Здесь, может быть, была большая боль со стороны мужчины. Может быть, тоже со стороны какой-то, ну, ситуация, да, когда кто-то обманул, кто-то подвел. Кто-то выплеснул на вас свой негатив, да, злость, может быть, ненависть какую-то. Вы этого не заслужили, нет. Но, да, то, что есть. И вы знаете, вы пытаетесь понять вообще причины происходящего, разобраться в этом, расставить четко по местам ценности в себе, внутри, в своей душе, в своем сердце, в своей жизни, расставить приоритеты, четко понять, да, что, как,
да, пытаться, вот вы пытаетесь очень, причем у вас это хорошо получается, развиваться духовно, проводите ну, вы работаете над собой. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть вы пытаетесь себя запрограммировать, ну, на другое отношение к жизни, на другое восприятие обстоятельств ситуации. У вас сейчас идет духовное развитие, сильное духовное развитие. Ну, кстати, вот эти все переживания, они повлекли за собой вот это развитие. Вы, скорее всего, стали более глубоко вникать в процессы, происходящие с вами, с окружающими, с ситуациями, которые возникают в вашей жизни, да. И вот именно это, да, заставляет вас, вашу душу развиваться. Что прекрасно, что замечательно, да, тем самым и карма отрабатывается наша, и душа ваша развивается, да, исполняет то, для чего вообще мы все пришли сюда, в этот мир, да. Душа для чего? Для духовного развития пришла, для радости, для счастья. Мы все для этого, Бог для этого нас создал, для радости, счастья, для того, чтобы все наши желания исполнялись. Бог ведь не хочет для нас страданий. Ни для одного человека на земле не хочет страданий. Хочет, чтобы счастье было, чтобы душа ваша, вы были счастливы. Да, такое ваше состояние. Давайте смотреть, а что привело его и вас. Давайте посмотрим его сначала. Что привело к этому состоянию? Может быть, кстати, вас двоих давайте вот так посмотрим. Что привело вас двоих к этому состоянию? Отшельник. Девятка мечей. Колесница. Значит, к этому состоянию вас привело усталость от ссор, может быть, усталость от обид, от обманов, от сложившейся ситуации. Здесь, возможно, кто-то мог отстраниться, кто-то мог что-то скрывать, да, захотел, может быть, кто-то из вас побыть один, может быть, это и вы, да, то есть отдалиться, побыть на расстоянии, может быть, здесь вынужденная была разлука, ну, так случилось, да, так сложились обстоятельства. У кого-то здесь, возможно, вы просто находитесь на расстоянии, и все так остро, да, и ревность, и неуверенность, и оба от этого устали. Кто-то здесь может быть представители разных национальностей, разных рас, разных религий, разных культур, абсолютно разные в социальном плане, да, социальные слои занимаете разные, разных возрастов абсолютно, живете в разных городах, странах, на разных континентах, но свела вас вместе судьба. Вы понимаете, вы поймите это, да. Бывает, вот я в своей практике сталкиваюсь, что возникают вот вопросы, например, да, ну вот такая там ситуация какая-то, да, в жизни у кого-то, может быть, что-то непросто, кто-то не понимает причины, либо причины понимает, да, ну то есть мы все же здравомыслящие люди, да, но сердцу не прикажешь. И начинают копаться, да, что почему, вот, а если бы я что-то не сделал или не сделала, если бы я там, например, в самом начале с ним или с ней не встретилась, или встретилась, но не построила бы отношения, да, вот мы разные были с самого начала, там, да, и так далее, то, наверное, это я виновата изначально, то есть я сделала неправильный выбор, нет. Вот в этом вопросе здесь, да, не нужно так думать.
что вы что-то сделали неправильно, вы не, да, или там, ну, что это было ошибкой, да, вот, и привело в конечном итоге к страданиям, там, да, к одиночеству, к замкнутости, к поиску, да, решения, смысла, вот этого света, тепла, да, что вокруг, посмотрите, все заморожено, да, все холод, и вот только фонарь, только огонек у вас там, да, в руке. Нет, вот здесь не могло быть по-другому. То есть все по вот этому аркану, тут все вас так направили, значит, этот опыт вы должны пережить сейчас, либо должны были пережить, да, и вы с этим справитесь, потому что, ну, нам не дается больше того, с чем мы можем справиться. Да, так устроен мир, так устроена Вселенная. Так, давайте посмотрим, а как вот этот мужчина, да, вот как он вас видит сейчас, вот как он вас видит, что он вообще видит, думает о вас. Давайте посмотрим. Вы королева мечей здесь. Возможно, вы женщина воздушной стихии по основному знаку, либо по асценденту. По описанию, если по знаку не проигрывается, да, то женщина вы очень активная. Да, такая женщина, которая, знаете, за словом в карман не полезет. Женщина, которая, ну, возможно, даже гнет свою линию, как ей надо, храбрая женщина, сильная очень женщина, да, которая постоит за себя. Может быть, следите, может быть, вы женщина, с которой на расстоянии отношения, тоже может быть по переписке, да, но вот понимаете как, сказал, как отрезал, вот здесь вот такая вы. Видите, с мечом, уверенная в себе. Вот такая вы сейчас, такой он вас видит. Так, еще. Та женщина, которая хочет, вы знаете, чтобы уже в ее жизни наступил новый счастливый этап. Без страданий, без выяснений, без лишений, без ожиданий. Возможно, он думает, что вы уже двинулись, ну, в новый путь, да, несмотря ни на что, не вспоминая ни о чем и вообще не думая ни о чем. Может быть, и то, что вы о нем уже не думаете. Кто вы для него? Умеренность. Посмотрите, старшая аркана у нас, да, как он вас видит. Женщина, которая, понимаете, которая сейчас занята внутренней своей гармонией, которая хочет баланс иметь, обрести, найти, достичь в себе, в мире, в отношениях, баланс, да, чтобы не было качелей бесконечных, а было все гармонично, было все комфортно, было все правильно, да, то есть не влево, не вправо, а вот здесь и сейчас, да. Где я это слышала, что я не прошлое, да, не прошлое, я не будущее, я то, что сейчас. То есть я не может быть, невозможно, я не то, что было, а я это настоящее. Вот вы сейчас в таком состоянии. Нет, не говорится здесь о том, что вы его забыли. Нет, не забыли. И чувства, понимаете, здесь, ну, есть чувства, да. Вы можете сказать, что сейчас мне даже я знаю, что будут комментарии, что да мне он уже не нужен.
Ну, хорошо, вы молодец, вы сильная женщина, я за вас рада, да, где-то, может быть, даже и по-женски я вам завидую, что вы так можете, но так могут не все, не у всех такая ситуация, да, кто-то, ну, этапы тоже разные, понимаете, и в отношениях, и в жизни, и кому-то тяжело, и кто-то, да, пытается эти чувства затушить в себе, залить их вот, да, вот этой водой. Но не всегда это бывает так просто. Вот. Сейчас я посмотрю, как вам видно. Так, хорошо. Давайте посмотрим, как вы его видите сейчас. Кто он для вас? Как вы его видите? Знаете, здесь что еще может быть, что как он вас видит? Что он рядом с вами вот такой дурачок и глупец, несмышленыш, а вы здесь серьезная женщина. А он, дело не в возрасте, да, тут может быть мужчина и старший, гораздо старше вас, да, и моложе, и ровесник. Внутри вот он, понимаете, незрелый такой вот глупец, видите, шут, дурак, глупец, эта карта называется, да, который... Ну, не может ему развлекаться, да, по приколу, ну, по приколу, по шутке, там, да, по радости. Ой, встретились, разбежались, пишу, не пишу, хочу, не хочу, принимаю решение, не принимаю, беру ответственность, не беру. А вам так не надо, вот это, понимаете? Вот что он видит и понял. Может быть, вы дали понять, может быть, вы сказали об этом. Молодец, что сказали, да. Значит, тогда надо было, значит, так должно было быть. Так, давайте смотреть, а вы его, да, кто он для вас, каким вы его видите, что? Давайте смотреть, кто он, что он. На самом деле, как вы его вообще видите. Рыцарь Пентаклей, да, у кого-то здесь может быть мужчина земной стихии, но это не обязательно, да, по основному знаку, либо по асценденту. Мужчина может быть, который там на заработках трудится, заинтересован в достижении материального достатка, ответственный, да, преданный, ну, либо вы хотели, чтобы он был таким стабильный, материально заинтересованный, да, такой, который, ну, к успеху стремится, который возьмет инициативу в свои руки. Вот вы его, возможно, видели таким. Да, хотели, чтобы проявляла активность. Звезда. Ну, вы знаете, вы точно не забыли этого мужчину. Ну, кто забыл и смотрит на этого мужчину, то, ну, я вас тоже понимаю, да, конечно, это хорошо, что вы справились, да, с ситуацией, с чувствами. Но здесь вы думаете о нем, но вы при этом, знаете, как думаете, что вы уже, может быть, готовы отдалиться, либо что какие-то у вас очень, вы знаете, далеко идущие такие мечты. Сейчас дальше я дотяну. Да, мечты, вы считали, что он вот тот, может быть, самый единственный, и считаете до сих пор. Да, ну, тот мужчина, который вот именно ваша вторая половинка, да, близнецовое там пламя и так далее, да, частичка вашей души, да, страсть у вас, да, сильная к нему есть, но и препятствия, много препятствий, которые стоят между вами. Ну, есть какие-то препятствия, я думаю, вы об этом знаете. Да, ну вот, наверное, эти препятствия мужчина как-то не готов преодолеть. Либо был не готов, либо и сейчас. И хочется, чтобы ответственность взял, а он здесь в рыцарях, да, даже не в королях у нас. Вот. То есть вы понимаете, что вы более, может быть, ответственная, более разумная женщина. Но вы прекрасная звезда, а он рыцарь с монеткой в руках, да. И несет вот на себя, на плечах, да, вязанку там
бревен, да, скажем, даже это не бревна, а палки, и впереди у него непростой путь к прекрасному замку, где вы его ждете, да, к достижению совместного яркого будущего. Видимо, не сильно он преодолевает, что ли, препятствия, или, может быть, такие препятствия сложные. Так, ну давайте, знаете что, как что видит, да, а кто вы вообще друг для друга? Давайте посмотрим. Кто вы сейчас друг для друга? Видит это хорошо, но кто вы? Кто вы? Чувства какие? Ой, ну, сейчас как-то сложно, может быть, оба вы замкнулись, да, может быть, поругались, может быть, что-то, но вы при этом друг без друга не можете. Вы вот понимаете, вот эта прекрасная женщина, он вот такой вот замечательный лев рядом, либо наоборот. Ну, то есть вы в роли львицы, а здесь вот прекрасный мужчина, да. Вы сила, которая нужна друг другу. Когда вы вместе, вы, я думаю, это ощущаете, да, вот эту энергию, соединяющую вас. Я вам сказала, это неспроста, да, то есть это предопределено было заранее, все написано до вас еще. Вы необходимы друг другу. Вы приручили этого льва, этого хищника, дикого, необузданного. Рядом с вами он, вот как вот такой вот, да, большой котик, да, большой, ласковый, пушистый, вот, да, наслаждающийся, и вы, понимаете, и хотите, чтобы это продолжалось бесконечно. Никогда это не заканчивался, ваш союз. Но ну, что-то здесь, какой-то негатив подкрался, да, затаился, вошел в отношения. Может быть, сейчас вы не вместе, но отношения здесь очень у многих кармические, непростые, да, кто вы друг для друга. Вы понимаете, одновременно вы страдания, переживания, неизвестность, да, неуверенность, и в то же время, да, какая-то вот боязнь завтрашнего, может быть, не боязнь потерять, но при этом вы друг без друга, вы, не, ну, вы две половинки одного целого, вы нужны друг другу. И правосудие здесь, да, то есть здесь, ну, это вот так должно быть, да, здесь должно быть все честно. Может быть, вы здесь пара, законные супруги были или есть, да, ну, вот такое, да, что-то серьезное, что-то, дайте-ка я дотяну. И туз кубков. Ну вот понимаете, вот вы любовь друг для друга. Не надо мне, прошу вас, дорогие мои зрители, писать, что мои положительные расклады, да, вам не нравятся. Ну, не нравятся вам мои положительные расклады, пожалуйста, посмотрите другие расклады, других тарологов. Может быть, я не знаю, я не смотрю других тарологов, мне это не нужно. Честно говоря, даже не знаю, о чем они снимают, о чем они говорят и рассказывают. Мне не с чем сравнивать. Свою работу, я одну работу с другой сравнить не могу. Поэтому вот не верите, не хотите этого, я не знаю, отрицаете то, что может быть у вас любовь. Ну, значит, это не ваш расклад. Но вы любовь, которая есть, которая, может быть, была, но эта любовь, это чувство, данное свыше. Тут туз кубков. Вот этот кубок наполнен любовью вашей, да, вот светящиеся струны, такие, да, струи, спускаются вниз солнечного света, золотистых лучей сверху, да, как будто солнце освещает, благословляют вас небеса, между вами любовь. То есть, да, не просто все, я вам сразу сказала, да, не могут быть такие отношения простыми, ну, потому что так, да, потому что вот здесь такие арканы, да, баланса нету.
нету баланса, но любовь есть. Вот вы кто друг для друга. Вы друг для друга. Любовь, сила, честность, справедливость. Не факт, что да, кто все ведут себя честно, но не судим, да не судим будешь. Бывает и так, да, ну, и боли, и обманы, и предательство, да. Так, кто вы друг для друга сейчас? Давайте посмотрим еще. А что, ну что вот сейчас? Вот вы друг для друга, да. Что сейчас вот между вами? Давайте посмотрим его чувства. Вот конкретно его чувства. Страсть, очень сильная страсть, стремление, влечет, хочет обладать, считает, что потерял вашу любовь, потерял вас, потерял возможности, жалеет, скучает, страдает. Вот здесь он уже король пентаклей. Да, эти страдания заставляют его более серьезно взглянуть на все ситуации, на то, что происходит, думать об ответственности, зарабатывать деньги, кстати, тоже. Может быть, он считает, ну, что финансово тут что-то не дотягивало его чувства. Любовь здесь у него есть, но он считает, что он потерял все. Потерял, но не забыл, хочет обладать вами, да. Если вы сейчас вместе, ну, тут тогда чувство есть, но нету вот комфорта. Может быть, тут у вас финансовые сложности, да, возникли. Мужчина, кстати, здесь земной стихии по основному знаку, либо по асценденту, либо тот, который очень сейчас думает вот именно о материальном достатке, да, как обеспечить вас, как, может быть, заработать, да, там, помочь вам, может быть, тоже такое может быть его чувство. Давайте еще одну карту дотяну. И Паш Пентаклей. Думает о том, что надо бы выходить на связь, если не выходит, да, инициативу проявлять. Это он понимает здесь. И король Пентаклей, и Паш Пентаклей. Может быть, у вас здесь и дети, да, есть. Тогда, ну, как бы вот о ребенке тоже он думает, есть или планировался, да. Вот его чувства к вам. Но любовь есть, но почему-то разбиты 3 из 5 бокалов, разбитые, да, 2 еще есть, остались. Но что-то там у вас, не знаю, что и кто. Может, хочет, пожалуйста, напишите, что повлекло вот это все, да, почему такое состояние, мне, честно говоря, даже интересно. Ваши чувства к нему. Ну, тоже очень сильная страсть. Посмотрите, жезл у него, у вас. Вы яркая женщина, решительная, принимаете, энергичная, уверенная в себе. Здесь вы, возможно, огненной стихии по основному знаку, либо по асценденту. Может быть, планировали поездку, приезд, да, встретиться как-то, вот что-то, да. Но ваши чувства страсти, ваши чувства страхи, неуверенности, может быть, отношения скрытые у вас, да, тайные, тайна между вами какая-то есть, что-то скрываете, ваши отношения к нему. Ну, в принципе, может быть, и ну, какие-то страхи, боязни, и вот тайна, именно что отношения могли быть тайными. И 6 жезлов, вы хотите быть с ним, хотите, чтобы он был ваш, чтобы он к вам, может быть, приехал, или вы к нему приехали, да, чтобы вы увиделись, вы хотите обладать им. Ну, обычно так про женщину говорят, да, но здесь мы в основном смотрим, да, женщины, зрительницы мои, поэтому вы хотите, чтобы он был вашим, да. Нет, не потеряли вы надежду, вы этого хотите, вас к нему влечет. Притяжение очень сильное, вы хотите стабильности с ним, серьезных отношений, может быть, построение семьи, восстановление семьи, восстановление отношений, свадьбы, союза, стабильности. Вот.
ваше отношение к нему. А он, видите, думает, что, ну, он, скорее всего, все разрушил. Да? Но там тоже, знаете, как, может быть, думает, что еще и возможно что-то восстановить. Так, отношения. Ну, давайте смотреть, вообще, как будет развиваться вот это ваши отношения, ваша ситуация. Давайте смотреть. Я сдвину, потому что мне кажется, что так меньше отсвечивает. В принципе, все карты вы видите, да. Вот. Ситуация развиваться будет. Вот что. Это я вам точно могу сказать. Придется поработать вам обоим для этого. И ему, и вам. Да, приложить усилия какие-то, сделать эти усилия над собой. То есть, ну, превозмочь себя, гордость, обиду, я не знаю, да, что там. Но это не конец. Если у кого-то есть такие мысли, это не конец. Отношения развиваться будут. Он еще проявит себя, скорее всего, мужчина. Выйдет на связь, может быть, напишет. Как-то будет какая-то ситуация, где нужно будет его участие, его помощь, совет, я не знаю, да, финансы, там, алименты, выйдет на связь, деньги какие-то, что-то перечислить, что-то будет, да, что-то будет. Отношения не закончены, нет, однозначно отношения не закончены. Почему не закончены? Потому что здесь ни вас, ни его не спрашивают. Карму вы не отработали эту, ни он, ни вы. Может быть, кто-то ждет, да, что прояснить, что все это конец. Нет, я не могу вам этого сказать. Вот по этому раскладу это не конец. По этому раскладу высшие силы направляют вас, ваши отношения, и будет еще что-то. Давайте смотреть, ну, что будет, что возможно, скажем так. Что возможно? Посмотрите, перевернулась, да, доставать не буду, потому что не вытягивала еще. Но Паш Пентаклей, он должен, по идее, выйти, написать сообщение, да, что-то как-то, от него что-то должно быть, новость какая-то. Ну, либо, может быть, деньги, подарок, тоже что-то. Ну, как-то проявится. Ладно, не доставала, давайте, что возможно? Король жезлов. Ну, мужчина проявится, приедет, придет, увидитесь, может быть, да, напишет, ну, будет от него какие-то действия, страсть, в нем страсть есть. Ну, кто ждет, что приедет, либо вы, либо он, ну, будет что-то, да, какая-то весточка, может быть, от него будет, но как хороший поворот в вашей ситуации будет. Безусловно. То есть ситуация изменится во благо вам, в хорошую сторону. Что еще возможно? Мужчина здесь, смотрите, здесь вот огненной стихии, он может быть у нас, да, земная была, огненная, вот здесь он водные стихии, может быть, это по основному знаку, либо по асценденту. Чувство, что может быть мужчина, страсть, любовь, эмоции, чувства, да, но будет думать о своих чувствах тоже. То есть ему важно его внутренний мир, его внутреннее ощущение, ощущение комфорта, ощущение уюта, тепла, любви. Он тоже это должен ощущать. Не только он проявлять, ну, в принципе, у вас тут и страсть, взаимная любовь, да, но мужчина должен это чувствовать тоже, что его любят, его не забыли, понимаете?
Десятка пентаклей. У вас, возможно, очень счастливое будущее вместе. Посмотрите эту карту, покажу. Вот вы, мои регулярные зрительницы, вы уже очень хорошо ведь понимаете, да, в предсказаниях, вот в этой вот практике, мантике, в Таро многие, ну, неплохо разбираются, очень, да. Посмотрите на эту карту. Вот что вы здесь видите? Вот это возможное будущее ваше с ним. При раскладе, который у нас сейчас, вот, да, вот то, что нам показывают. Счастливая семья, благополучие, мир, покой, спокойствие, уверенность, продолжение рода. Когда есть что купить, на что купить, где жить. Светит солнце, вокруг счастье, радость, вы вместе. Да, и будущее ваших отношений тоже есть. Такое вот будущее прекраснейшее. Давайте посмотрим, знаете что? Ну вот, любить я стала в своих раскладах именно онлайн, смотреть совет вам. Давайте посмотрим совет, хотя в раскладах, которые я делаю, да, когда обращаются ко мне, я тоже всегда смотрю, стараюсь смотреть совет. Ну, если раньше не дают информацию такую. Совет вам от высших сил. Дайте нам совет. Так, сейчас все достану. Совет вам. Боритесь за то, что важно для вас. Боритесь за свои ценности. Не ищите врагов, соперниц, препятствия там, где их нет. Боритесь только с существующими сложностями, препятствиями. Помните всегда о том, что вы сможете преодолеть все, что приходит, да, какие испытания выпадают на вашу судьбу, какие испытания приходят в вашу жизнь, какие волнения, сложности приходят. Вы совсем справитесь. Но не ищите проблемы, препятствия там, где их нет. Не нужно надумывать, придумывать, искать, сражаться с несуществующими драконами. Боритесь только с тем, что явно. Помните о том, что мужчина любит вас. Помните о том, что другой человек имеет душу, имеет сердце, может тоже, так же, как и вы, ошибаться. К сожалению, нам не выдают инструкцию, да, как прожить эту жизнь правильно, как поступить в той или иной ситуации. Хотя на самом деле, наверное, вот я тоже иногда задумаюсь, что все было бы гораздо проще, да, как покупаешь телевизор, там есть инструкция, покупаешь, я не знаю, миксер, там есть инструкция, как собрать, как пользоваться, использовать, и рецепты, да. А в жизни нет такого. И как правильно, никто не скажет вам. Это для каждого правильно свое. Для каждого правильно то, что требует его душа, что просит сердце, как чувствует это сердце, да, как комфортно. Помните, что чувства есть и у вас, и у другого, у мужчины. Я не защищаю никого, нет. Просто каждый совершает ошибки. Дайте право на ошибки. Примите эти ошибки, доверяйте Богу, доверяйте сердцу.
Если у вас сейчас стоит вопрос, действовать вам самой или не действовать, нет, не действовать пока. Не нужно ничего делать. Займите позицию выжидания. Выжидание, если у вас сейчас сложилась в отношениях острая ситуация, не рвите отношения, подождите. Подождите, посмотрите, выдержите паузу. Да, потерпите даже, может быть. Если сейчас у вас какие-то лишения, потерпите. Это пройдет. Впереди развитие будет. Дайте возможность высшим силам помочь вам. Дайте возможность Богу помочь вам. Доверяйте Богу. Развитие ваших отношений, скорее всего, будет, если вам это нужно, если вам это во благо. Да? Совместное будущее мы с вами посмотрели, какое возможно с этим мужчиной. Если вы захотите этого, если это нужно вам, во-первых, да, вот здесь подумайте. Нужно, готовы ждать, потерпеть, понять, принять. Вот сейчас ситуация сложилась именно для этого, чтобы вы поняли, приняли, решили для себя. Дальше хотите, не хотите, что хотите. Но советуют вам высшие силы не предпринимать сейчас с вашей стороны никаких действий. Сложится, да, встретились, вышел на связь, пришел мириться, я не знаю, не отвергайте. Дайте возможность развиться этой ситуации. А если нужно действовать, вам не нужно действовать пока. Дальше посмотрим, ну, будут другие расклады, мы посмотрим. Но сейчас, вот сейчас не нужно. Ну, вот такой расклад у нас получился. Вы знаете, сегодня, ну, как-то прям, наверное, очень много было рассуждений, да, с моей стороны. Я очень надеюсь, что я вас, ну, как бы никак не обидела, не утомила. Ну, вот так вот сложились сегодня звезды, вот так направили меня высшие силы, открыли такой канал. Я думаю, что эта информация была дана специально для моих зрителей, для чего-то. Я думаю, что вы поймете, что хотели до вас донести, примите это, да, сделайте свои выводы, и что этот расклад, советы, которые дали, да, анализ того, что произошло, происходит и есть, помогут как-то вам, да, определиться, может быть, успокоиться, может быть, понять, да, что-то. Пусть у всех моих зрителей тяжелые ситуации закончатся, разрешатся. Пусть не будет страданий и конфликтов. Пусть окружает вас тепло и свет. Тепло и свет живет в ваших сердцах и душах. Огромного вам счастья, большой вам любви. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.